единственное обещание, которое дает власть в России гражданам, населению, что вы, скорее всего, выживете. Операцию надо заканчивать, и каждая сторона имеет полное основание провести свой собственный парад победы. Какой новый мир? Это все пропагандистские бредни. Нормализации в любом случае не будет. Не надо ждать нормализации. Это ошибка. Друзья, моим новым собеседником стал политолог Глеб Павловский, который много лет работал на Кремль. Мы обсудили с ним текущую ситуацию в российской политике, переговоры с Украиной, отмену санкций и возможность смены власти в Москве. Если хотите помочь этому видео стать популярнее, то скорее поставьте лайк и напишите комментарий. А еще не забудьте подписаться на этот канал, если до сих пор этого не сделали. Здрасте. Здрасте. Спасибо, что согласились. Ну, сразу первый вопрос относительно того, вот у нас уже более 2 месяцев идет война с Украиной, и официальные лица постоянно говорят, что все идет по плану. План, правда, никто не видел, поэтому приходится как-то гадать. Но вот было очень много разговоров, что к 9 мая что-то должно случиться. Вот мы записываем это интервью 5 мая, остается вот всего 4 дня до 9. Что вы ждете к 9 мая? Ну, разговоры про 9 мая ведут не военные, а пропагандисты и широкая общественность. Поэтому цена им невелика. К 9 мая я ничего не жду, особенно кроме парада, которым нас репетициями нас уже мучают в Москве. Разговоры про мобилизацию возможную кажутся мне маловероятными, то есть сценарий мобилизации в России на войну с Украиной кажется мне маловероятным, потому что вся система российская, политическая, ее стабильность держится именно на демобилизации, на то, что вы можете бесконечно эмоционально переживать и даже, значит, кричать у себя, сидя на диване по поводу войны в Украине, но вы не рискуете. Вот это важно. Единственное обещание, которое дает власть в России гражданам, населению, что вы, скорее всего, выживете. А отозвать это очень трудно. Ну, тем не менее, о возможной мобилизации говорят иностранные СМИ, со ссылкой в том числе там, и на иностранные разведки, а до этого, как мы знаем, прогнозы сбывались, при этом сейчас прямо повторяется даже та же самая риторика, когда иностранные СМИ заявляют, что 9 мая Путин выступит с каким-то сильным заявлением или объявит тотальную войну Западу, или объявит ту же самую там мобилизацию. Наши официальные лица прямо теми же словами, что и перед 24 февраля они отрицают, говорят, что все это глупость, что все это фейк-ньюс, нельзя серьезно это воспринимать. Но до 24 февраля мы помним, что все прогнозы иностранных СМИ и иностранных разведок оказались правдивы. Не все. И я думаю, как раз проблема у Кремля в Украине связана с излишней доверчивостью к западным разведкам. Если вы поднимете прессу и социальные сети до 24 февраля, вы найдете почти тотальный консенсус, что когда война начнется, Россия победит почти моментально. Киев будет взят в 3 дня. Это был не московский тезис, это был тезис западной прессы, военных экспертов. И правительство Зеленского перейдет в Zoom. Ничего из этого не произошло. Я думаю, что вот расчеты на то, что уж западные разведки в прозападном Киеве знают, как оно будет, привело российский Генштаб к ряду ошибочных действий. То есть, вы думаете, они вдохновились в том числе и западными прогнозами? Я уверен, потому что особенность нашей системы, вот, которая 30 лет существует, Новой России, в том, что она ориентируется на как бы ворованные данные, как на эталон.
Она ведь, сам Путин ведь долго ориентировался на американского президента, как на эталон, так сказать, политика настоящего, как он думал. И я уверен, что они, так сказать, приняли это всерьез. Иначе нельзя объяснить очень странную схему этой самой операции, так называемой, или вторжения. Со всех сторон одновременно так не вторгаются. Это неправильно просто с точки зрения даже Академии Генштаба. Но, тем не менее, нельзя отрицать сакральное значение 9 мая для Кремля. И какую-то победу нужно будет принести. Кстати, вот вы, наверное, тоже видели новость с этими флагами, которые в Петербурге висят. 45-й, 22-й, да, победа. Что-то нужно будет предъявить. Я даже сам выступал с этой идеей, что операцию надо заканчивать. И каждая сторона имеет полное основание провести свой собственный парад победы. Россия заняла достаточно большие, между прочим, территории Украины, организовала сухопутный коридор в Крым. Вообще-то говоря, этого довольно. Этого довольно, и уж остальное дело дизайнеров. Поэтому наша ведь проблема в чем? Проблема в том, чтобы остановить эту дурацкую операцию, которая не имеет, в общем, ясной цели. Она идет, она продолжается, люди гибнут и будут гибнуть, а при этом какая цель? Николаев, Днепр, какая цель вообще? Львов. Поэтому так можно в украинской грязи, я ее хорошо знаю, потому что работал учителем в селе долго, там можно сапог оставить в грязное время. Там вы ничего не достигнете. В этой связи какие шансы у возможном там признании от нового образования, как Херсонская Народная Республика? Никаких шансов нет. Давайте различать две вещи. Перемирие, то есть когда прекращается стрельба на какое-то время, и вот люди, которых не убьют в это время, люди, которые родятся и смогут выжить в это время, это чистый плюс для той страны и для этой. А, конечно, мир – это совсем другой вопрос. Никто ничего не признает, никто не отменит никаких санкций. И не надо на это рассчитывать. Мы не можем вернуться в 23 февраля, не получится. Мы ждем, нас ждет вот этот многолетний новый мир, который будет крайне неприятным. Ну, не знаю, уже каким-то розовых ожиданий не будет. Победы не будет ни у кого, ни у одной стороны, ни у другой. Поэтому ее надо просто объявить и забыть. Я имею в виду признание со стороны России, Херсонской Народной Республики, или как-то потенциальное включение в состав России. А что такое? Да не, это не важно, ведь признание, ну это немножко смешно, признание со стороны России. Никто в мире, ни одна страна, да, мы понимаем ясно, ни одна страна не признает таких границ России. Это вообще само по себе иметь непризнанные границы очень неприятно, как мы выяснили 30 лет назад с Прибалтикой. Поэтому что? Будет реальный коридор, реальные железные дороги, железнодорожные пути, коммуникации из России в Крым, не по Крымскому мосту. Но, конечно, это никем не будет признано. И, конечно, мы войдем в новый военный мир, где придется довольно часто воевать разным странам, не только, слава богу, России. Украина, вы думаете, она пойдет на подобное даже перемирие? Учитывая то, что сегодня она так довольно мобилизована, и ни о каких переговорах они, по-моему, сейчас не говорят. Да, сегодня азарт. Есть два вида азарта. Есть дурацкий азарт у российских зрителей,
спецоперации, которые кричат с дивана «давай, давай, вперед!», но они при этом считают, во всяком случае, что они ничем не рискуют, они ошибаются. И есть, конечно, реальный азарт украинцев, которым удалось отбиться от первого удара, это не шутка. И для Украины особенно, не воинственной нации еще недавно, это была наименее воинственная нация среди постсоветских государств. Они в азарте, они говорят, мы победим. Да, там даже есть смешные дискуссии в украинской прессе о том, что вот надо не допустить, чтобы украинская победа над Россией, чтобы к ней примазалась Европа. Это победа, которая достигнута нашими бойцами. То есть там культ героизма. В общем, это можно понять, но это тоже контрпродуктивно. Они не могут вытеснить Россию из Украины. Вот в чем дело. То есть вы считаете, к мирным переговорам все-таки вернуться в какой-то момент? Неизбежно. Неизбежно. Они, но после какого-то крупного события. Крупным событием может быть и не военное. Конечно, сейчас Москва и Киев делают ставку на какой-то военный перелом. Ну, допустим, украинцы хотят взять в котел российские войска, а Россия хочет взять в котел украинские на Донбассе. Но может быть и экономический перелом, ведь Украина ничего не экспортирует. Это очень тяжело для украинской экономики. Страна раздолбана, инфраструктура раздолбана, отнюдь не только военная. Вот сейчас начинается зерно-то как везти на экспорт? Куда? Вы не можете его везти через Польшу, не получится там. Реальных объемов нет. Черное море закрыто, поэтому в какой-то момент может наступить понимание, что нужна передышка. Перемирие может быть только передышкой. Ну, а передышка бывает длинная, она иногда затягивается. Минская передышка затянулась с 2015 года до 2022, 7 лет. Если мы говорим про передышку, то это получается там второй Донбасс, да, где никем не признанные границы, где постоянные на этих границах конфликты, и все это вот вяло текущее там на долгие годы. Ну, на какие-то годы. Да, я думаю, что на долгие не получится, потому что это уже не 15-й год. Консолидированный абсолютно Запад. Запад ведь вслух требует, почитайте прессу, от Украины победы над Путиным. Запад вслух, декларативно, устами, в общем, уже и лидеров западных стран, говорит, что с Путиным переговоры будут только по поводу капитуляции. Поэтому я думаю, что Запад ждет от Украины побед, которых она не может предоставить. А вот огромные суммы помощи Украине, они прекрасны, но каким образом пустить их в ход? Ведь реконструкция невозможна, пока идет война. Никто не пойдет туда реконструировать ничего. На чьей стороне время в этой войне? Оно точно не на стороне России, не из-за украинских вооруженных сил, а из-за уровня санкций. К сожалению, ни наши элиты, ни наше население, ни правители из-за того, что втянуты в бои, они не могут оценить опасность этих санкций, потому что эти санкции не предвидены даже на Западе. Их требует общество, их не требует правительство в такой форме. Их требуют разъяренные европейские общества, и они не отступятся. А санкции ведут к разрушению не сразу, не быстро, не моментально, но к разрушению всего ансамбля экономики и социальной структуры Российской Федерации. То есть, в общем-то говоря, это демонтаж. И это война, дистантная война, но не та
который воюет лежа на диване, российский обыватель, а это десантная война, которая вынимает ключевые девайсы из, собственно говоря, работающего механизма России. Они, в общем, они сработают довольно не сразу, но к концу года уж к мамке не ходи. Минус 10% экономического роста как минимум, и высокая безработица. Здесь возможны споры. Одни говорят, что это будет там десятки миллионов, другие говорят, что наши безработные сидят на своих предприятиях и ждут, когда опять будет работа, как в 90-е было. Но я думаю, я не уверен в этом. В общем, очень плохая ситуация будет, и к концу года главные бои будут на этом фронте, на санкционном фронте. А здесь с нас не слезут, простите. Здесь нам нечего ждать как бы предложения о перемирии. Почему Россия подошла к устройству нового мира, когда все это дело начиналось, ну и до сих пор же, да, идут какие-то такие вот пафосные разговоры про Россию и антироссию, про новый мир, про новую систему, которую сейчас вот мы возьмем и этому миру предъявим, но мы к этому строительству такому важному подошли с каким-то очень странным набором друзей, да, там даже на ключевых голосованиях в ООН нас там поддерживала Северная Корея, внезапно Эритрея, там Сирия и Беларусь, понятно, почему они поддерживали, но каких-то более-менее серьезных друзей и партнеров не было либо не заготовлено, и никто до сих пор не появился. Ну, их не было и, простите, 10 лет назад серьезных, таких серьезных, которые готовы за нас повоевать или готовы нам отстегнуть несколько миллиардов или триллионов долларов. Их не было. Это результат определенной дипломатии, дурацкой дипломатии, особенно, конечно, последних 8 лет. Рассчитывать на союзников такая страна не может, но разве что на таких союзников, которые сами приходят к тебе, как и Лукашенко, и просят денег. Мы знаем таких союзников, у Советского Союза тоже было много таких союзников, но когда он разорился, ни одна страна из получавших от Советов оружие не сулила ничего, не судила Горбачев. Важен обратный вопрос. Каким образом Москва вела такую дипломатию, что создала коалицию антироссийскую? Ведь, ну, вы же понимаете, скажем прямо, год назад такая коалиция была невозможной. Она была просто невозможной. В Европе разные были взгляды на отношения с Россией, с Путиным. И даже у Байдена были разные взгляды. Вот, он то бранился в адрес Путина, то с ним вел переговоры. Создать ситуацию, когда против тебя объединяются все, это, ну, я бы сказал, большой негативный успех. А вы видите вообще какую-то идею вот в построении этого нового мира? Что Россия сейчас вообще миру глобально хочет предложить? Понимаете, мы что-то не то, я думаю, здесь обсуждаем. Какой новый мир? Это все пропагандистские бредни разной степени квалифицированности. Я, например, помню в 2003-2005 годах, когда Америка полезла в Ирак с дуру, тоже было много в хороших, в качественных американских изданиях таких эссе о том, какое будущее ожидает Америку, как она будет военным императором мира, как она подстегнет развитие военных технологий и будет царить на всех континентах. Это неинтересно. Интересно другое. Каким образом можно было вот так вот, не посмотрев на реальные
состояние общественного мнения даже. Ведь в Кремле умеют читать сводки общественного мнения, а уже к концу прошлого года по Европе они были отвратительными. Они говорили о том, что мы сумели разозлить европейцев, чего нам не удавалось много-много лет. Это плохо, и война, давайте вот скажем прямо, это, значит, специальная военная операция, это разновидность войны. Войны возникают по самым разным причинам, в том числе по идиотским, просто потому, что это один из видов, как бы такой эксцесса человеческого, когда страна, нация, ее руководство не видит другого варианта. Какого черта Буш полез в Ирак и фактически обрушил свою собственную политику? А какого черта вот американцы полезли в свое время во Вьетнам? У них там тоже, кстати, были свои союзники, так же, как у нас ДНР и ЛНР, у них был Южный Вьетнам. Вот они полезли туда и разрушили на пару десятилетий свою внешнюю политику. Это невозможно объяснить. Но когда война уже идет, пускай даже дурацкая, вы не можете дернуться обратно, потому что, простите, нужно согласие второй стороны, как минимум, а там уже на самом деле участвуют не две, а больше. Вот в чем дело. Поэтому давайте, сохраняя понимание того, что это чудовищная ошибка, и по ходу которой была совершена масса преступлений, которые будут разбираться неизбежно, но потом, когда она окончится, она все-таки идет. И враг есть враг, как бы он ни был мотивирован. Он хочет тебя уничтожить, он хочет подавить твою волю так же, как ты хочешь подавить его. Вот и все. Поэтому давайте исходить из того, что мы в этой точке, а не в какой-то другой, высокоморальной, где мы можем рассуждать, кто виноват и чья культура опозорена на вечные времена. Это вообще смешно слушать. Решение вот эту ошибку, да, и это решение Путин принимал лично, потому что есть как бы две версии, что он ее принял лично, там ни с кем не советуясь, и вот якобы даже вот его ближайшее окружение не знало, и поэтому вот все оказались так не готовы. Другая версия, что он просто стал жертвой вот этих вот непонятных папочек, которые ему приносят, где была там неверно истолкована ситуация. Ну, папочки здесь папочки точно ни при чем. Обычно роль Путина завышают, переоценивают в принятии самых разных решений. Он вообще небольшой любитель день и ночь заниматься управлением государством. Но в данном случае совершенно понятно, что никто, кроме него, такое решение принять не мог. Оно настолько невероятно, настолько неожиданно с точки зрения действующей стабильности системы, ее интересов, не интересов либеральной оппозиции, не интересов Запада, а интересов, собственно говоря, выживания системы. Что принять его мог только один человек, ну, собственно говоря, он это и показал на знаменитом онлайне или не онлайне Совета Безопасности. Он показал, что это его решение, и ни одна сволочь не решится с ним по этому поводу спорить. Почему? Это безумно интересно, но вы знаете, ведь довольно много войн в истории, если и не больше половины, где мы до сих пор не можем понять, почему и как эти решения были приняты. Там есть Первая мировая война, где до сих пор издаются вот такие толстенные тома, по поводу которой предлагают разные версии того, почему она вообще началась. Потому что это была самоубийственная для Европы война. Ну, со Второй мировой понятно. Там был бенефициар, как он себя считал, значит, один, и решение принимал он. Здесь я не думаю, что была реально партия войны. Хотя наверняка, ведь что такое ближний круг? У авторитарного лидера
в нем есть партии. И каждая партия следит внутри него за тем, как продвинуться поближе к вождю, как угадать его невысказанные намерения. Он ведь не высказывает их, а Путин уж точно не высказывает своих намерений. И вот я думаю, что были те, кто как бы намекал, подсказывал. Папочки были. Папочки, конечно же, были. Вот. И я думаю, что это было, скорее всего, это были не военные, так сказать, моя гипотеза. Это были, скорее всего, не военные, это были вот всякого рода силовые структуры, те или иные. Я даже, судя по выступлению Патрушева и Бортникова на Совбезе, того самого знаменитого, я думаю, что это может быть и не ФСБ. Вот, кто это был, не знаю. Вот, Нацгвардия или кто-то еще. Но, в общем, конечно, они были и говорили, что вот все готово, и мы прямо вот рвемся в бой. Были такие, но они, может быть, даже и не думали, что президент может принять такое решение. Главными лицами всей этой вот военной истории сейчас стали Путин, Шойгу и Лавров. Куда-то исчез Мишустин. Как вы его роль оцените в этой истории? Почему он вдруг ушел в тень, хотя до этого на него делали такие большие ставки? Место правительства в нашей системе очень своеобразное. Оно как бы деградировало довольно давно, еще в 90-е годы. Президент всегда недолюбливал, так сказать, активного, сильного премьера. И премьер, зная это, всегда стремился быть немножко в тени или уходить в тень время от времени. Мишустин прекрасный бюрократ, но он понимает, насколько опасно сейчас выдвинуться вперед и сказать: я знаю, как все разрулить, потому что это может быть его последним жестом. Вот. Нет, Мишустин работает, он проводит действительно большую работу, но не привлекая к этому ни политические, ни общественные, ни деловые круги. Он работает как бы в тени. И он уже, так сказать, я считаю, достиг минимального успеха, а именно предотвратил атаку вот так называемой партии войны, которая, вообще-то говоря, партия дураков, на рыночную экономику. Потому что они-то хотели срочно под шумок заменить ее мобилизационной с твердыми ценами, с какими-то плановыми позициями и так далее. То есть добить. Вот это бы точно добило бы российскую систему в короткий срок. Он не допустил этого. Это результат. Но теперь нужно создать коридор. Коридор для сил, способных вытащить российскую систему из-под санкций. То есть в том смысле, что санкции останутся, но надо выживать. Значит, надо развязать людям руки. Надо объяснить, что, по крайней мере, вот в этом направлении вы можете предпринимать как хотите, без всякого контроля. Надо отменить контроль в определенных направлениях, так же, как это было и во время НЭПа, и в 90-е годы. Но вот на это Мишустин не решается, потому что здесь он встретит сильную атаку, а политические круги слишком слабы, чтобы его поддержать. Еще одной заметной фигурой этой войны является Кадыров, который, ну, он и раньше делал какие-то заявления, но вот прямо на этой кампании он стал, во-первых, одним просто главных медийных спикеров, его там телеграм-канал уже больше 2 миллионов, и он дает больше инфоповодов, кадров, всего остального, даже больше, чем Минобороны. Кроме того, он вступает в такие довольно жесткие споры и с Песковым, и с другими там видными нашими политиками, и как раз он так вот олицетворяет ту самую партию войны, что мы пойдем на Киев, мы сейчас всех там уничтожим. Роль Кадырова вы как оцените?
Кадыров всегда использует кризис, политический или военный, геополитический, для того, чтобы усилиться, для того, чтобы на его фоне выступить в качестве сильной фигуры, располагающей, что очень важно, независимыми от центра силами. Это было и в 2014 году, как мы помним, во время прошлого кризиса на Донбассе. Он не сразу, но активно включился в тогдашнюю, в тогдашние битвы. Трудно даже понять, что это было, но Кадыров там присутствовал. И после этого он, конечно, укрепился. Он стремится не допустить, чтобы его оттеснили на второй план, где, в общем, его хочет видеть Кремль. Кремль, конечно, хочет видеть Кадырова как бы запасным полком. Вот, не в первой лиге, а Кадыров постоянно подчеркивает: нет уж, я здесь, я буду среди тех, в том круге, который будет определять следующую политическую поляну, следующую политическую ситуацию, то, что до войны мы называли транзитом. Конечно, Кадыров не допустит, чтобы его оттеснили на второй план. Но у него не так много вариантов для этого. Для этого у него есть силовые, его чеченские силовые структуры, которые он поэтому бросил в бой в Украине и использует как свой театральный задник, если хотите. Он с кем-то свои действия согласовывает? Я уверен, что нет. Он создает ситуацию, когда другие в Москве думают, а стоит ли оспаривать, а хорошо ли это будет, а полезно ли это будет мне. Вот он постоянно создает ту ситуацию, удерживает эту позицию. И, в общем, удерживает ее твердо. Еще про одного человека хотел вас спросить, про Дмитрия Медведева, которого многие считали либералом. Сейчас он делает какие-то гипертрофированные такие воинственные заявления, но, тем не менее, голос его все равно как-то практически не звучит. Его, опять же, как вы оцените его роль и насколько вообще нужно следить за Медведевым, есть ли у него какое-то политическое будущее? А ведь вопрос о будущем решается в текущем моменте. Медведев как бы тоже, как и Кадыров, да, хочет все время напоминать о себе и своем присутствии. Но в отличие от Кадырова, сколько вообще бригад у Медведева, сколько у него штыков, сколько у него бойцов? 0. Поэтому его выступления выглядят странно. И он еще к тому же выбрал себе, видимо, какого-то плохого райтера, и он срывается в какие-то грубости бессмысленные, которые вообще не вяжутся с ним, которые ничего не приносят ему, никакого плюса. Это его обсуждать грустно, так сказать. Это человек, который неправильно выбрал стратегическую линию и не может это понять, вот что плохо. Вы сказали, что он выбрал плохих спичрайтеров, а по поводу спичрайтеров Путина меня интересует именно вот историческая его тема. Да? Он периодически здесь преподносит нам уроки истории. Кто ему эти уроки истории пишет, кто вот именно в плане идеологической вот этой вот всей парадигмы его оказывает на него влияние? Во-первых, я думаю, что пишет он сам. В основном каркас задает он, потому что там много таких странностей, которые не мог бы позволить себе спичрайтер. Другое дело, на чем он основывается, это явно очень какая-то маргинальная группа текстов, скорее всего, ближе всего к текстам российской белой эмиграции в 10-е и 20-е годы прошлого века, когда они писали масса каких-то обидчивых
обидчивых текстов и трактатов, где все объяснялось заговором большевиков, масонов и Австро-Венгерской империи. Как он добрался до этого хлама и застрял в нем, я не знаю. Но это здесь не надо кивать на других, это он. Это статья прошлого года, слишком его статья, она отражает именно какой-то глубокий, травмированный ум. А уже источник травмы может быть разный. Источником травмы, я думаю, вообще не было Украина. Знаете, это как в семье, как говорится, в распадающейся семье, где муж клянет жену за плохую кухню. А на самом деле дело уже не в кухне. Видно, что он очень глубоко ранен. Первый источник этого я понимаю. Он был ранен еще президентом Соединенных Штатов когда-то, Бушем-младшим, на которого он ориентировался, на которого он смотрел с высоким уважением и ждал от него того же. А Буш вообще его не замечал, как бы. Это со свойственным ему легким хамством. А потом на это наслоились масса разных вещей. Я думаю, что было вот эти его украинские посредники много плохого сделали. Вот люди типа Медведчука постепенно стали монополизировали каналы информации об Украине, и у него стало складываться какое-то ложное представление об Украине. И, между прочим, до этого был Янукович, который показал ему как бы пример того, как президент сбегает ночью из собственной резиденции. Это вообще-то вы не часто найдете такую картину в, так сказать, политической истории последних лет. Поэтому я думаю, что мы все это будем разбирать, кто-то будет разбирать, я не уверен, что мы, когда это кончится. Сейчас это настолько сюрреалистическая картина, картина настолько параллельной реальности, что даже реконструировать ее трудно. Я вот сегодня читал обычно Андрея Перцева очень содержательные и глубокие колонки, как Путин стал, так сказать, милитаристом. И все объясняется через его как бы такую маскулинность, его привычки к сексизму и так далее. Я думаю, это неправильное объяснение, потому что российская политическая система уже настолько маскулинная, уже настолько провоенная, что она уже в 90-е могла Путину показать пример. В последнее время появляются удивительные теории. Я сейчас хотел как раз спросить по поводу этого вот государственного антисемитизма, который начал Лавров, рассказавший вот эти вот теории заговора, которые до этого были популярны в каких-то ультраправых там маргиналов, да, про то, что Гитлер был евреем и все остальное, и которые дальше с радостью подхватили там и пропагандисты, и какие-то прокремлевские там чиновники, политологи. Насколько это антисемитская история, она вообще дальше жизнеспособна? Это был какой-то экспромт или это теперь новая линия партии, новая карта, которую они хотят разыграть, возможно, тем самым, не знаю, там, и рассорив Европу или создав какие-то новые точки? Не думаю, потому что Израиль чуть не последняя страна, союзник, мягкий союзник, не военный, конечно, союзник, но в принципе союзник Москвы, потому что Израилю не на кого ориентироваться в регионе, где он обитает. И было бы полным безумием рассориться еще и с Израилем, который является, между прочим, крупным поставщиком самого передового военного снаряжения в мире.
Я думаю, что это был экспромт Лаврова, крайне неудачный. Попытка, попытка оспаривать какую-то сам по себе дурацкую тему. Лавров заблудился в абсурдном тезисе о нацизме украинском. Украинский нацизм существовал, но он существовал в основном во время Второй мировой войны. И, в общем-то говоря, после этого увял. В этом вопросе Лавров идет вразрез с Путиным. Путин с первых лет в Кремле очень постоянно укреплял связи с Израилем, стараясь никак не обидеть арабов и так далее, но он, безусловно, ориентирован стратегически на Израиль, конечно, а никак не на палестинцев. Поэтому Лавров в этом вопросе, безусловно, идет вразрез с Путиным. Никакого антисемитизма Кремль сознательным образом не допускал. И главное, кому он может быть адресован теперь, сегодня? Кому сирийским Хизбалле или этим афганским муллам? Это бессмысленная история, это просто оговорка, которая, что характерно, МИД вместо того, чтобы исправить немедленно, попытался как-то подкрепить, укрепить и испортил только ситуацию. Дальше, если в итоге Москва потеряет из-за вот этой чепухи такого союзника, как Израиль, это будет вообще такой, я бы сказал, урок для учебников дипломатии. Да, потому что там Мария Захарова уже сказала, что с Азовом воюют уже израильские наемники, и МИД у нас заявлял, что Израиль поддерживает там ненацизм. Ну, окей, будем считать, что это оговорка. Какие вы видите предпосылки для грызни внутри элит? Я почему спрашиваю, да, потому что до этого считалось, что даже если какие-то там разборки происходят, то они происходят как-то под ковром, но в последнее время все чаще мы видим конфликт Соловьева с Уралом, где ему там отвечает уже губернатор, а Соловьев это у нас такой флагман пропаганды, тяжеловес, и тем не менее мы видим открытый конфликт уже его, да. Симонян конфликтует там, не знаю, с Киркоровым, который еще вчера защищал там Медведчука, и все, с каждым днем этих конфликтов происходит все больше. Увидим ли мы какую-то серьезную там войну внутри элиты, именно уже публичную? Видите ли, ну, кто здесь элиты и кто здесь власть? Грызня в элитах идет всегда. Второе, грызня идет за повышение позиции, за рост ставок. Каждая ситуация, каждый кризис используется, чтобы поднять свой номенклатурный аппаратный уровень. Российская пропагандистская машина уже сегодня не пропагандистская только. Это одна из ветвей власти. Надо это ясно понимать. Это власть. Это ветвь власти такая же, как Росгвардия, как ФСБ, сопоставимая по номенклатурному уровню. Куйвашев, споря с Соловьевым, не учел того, что Соловьев по статусу это министр, а не пропагандист, как вчера. Но это не раскол, конечно, никакой не раскол элит. Это чудовищное самомнение людей в агитпропе, которые считают, что от них Кремлю некуда деваться, что Кремль их в любом случае будет защищать. Ну, посмотрим, может быть, они вправе так думать. Но вот что важно, возьмем сталинские времена. Там были жестокие бои с деятелями советской, официальной, номенклатурными, как бы позициями российской культуры. Там Эйзенштейн, например,
Мурадели. Но кто на них поднимал руку? На них поднимал руку только Сталин, а никак не его, так сказать, подручные, пока Сталин не спустил, как говорится, их с цепи. Вот. Это потеря тоже одного из условий стабильности. Руководство России сможет сохранить свою позицию, а сейчас, к сожалению, даже оппозиция должна будет ориентироваться на них, потому что иначе мы ничего не решим в экономике. Вот, вместо этого, вместо того, чтобы консолидироваться, они показывают вот эту мелочную, довольно грязную войну между собой. Я думаю, ну, Путину некогда этим заниматься, видимо. Он целиком увлечен спецоперацией, и поэтому, в частности, необходимо выйти из нее, чтобы заняться действительно серьезными вещами. Почему из номенклатуры, да, из каких-то крупных видных государственных деятелей против войны высказался только Чубайс и Дворкович? Хотя было мнение, да, что все понимают, и мало кто это все поддерживает. Почему замолчали все остальные? Ну, Чубайс и Дворкович, ведь это как бы по имперским воспоминаниям, это люди старого двора, это старые придворные. Почитайте «Войну и мир» Толстого. Они всегда недовольны, они всегда критикуют политику. Так, кстати, и в западных странах тоже. Отставные генералы – это основные критики. Обычно военной политики президента. Это никак не влияет ни на что. Просто они таким образом обозначают свое, так сказать, то, что они вышли из игры и готовятся к какой-то следующей, которая то ли будет, то ли нет. Я не знаю, будет ли она или нет. Здесь нету, на что мы можем, здесь нет никакого компаса, на который можно ориентироваться. Да, конечно, недовольны, наверное, все, почти все, кроме тех, кто получил какие-то, может быть, скрытые бонусы, финансовые или другие, от Кремля. Но они не выйдут на Красную площадь, они не станут в ряды антивоенной оппозиции просто потому, что российское население не хочет идти в антивоенную оппозицию. Вот. У нас как бы наша оппозиция все время забывает, что вот это деполитизированное, пассивное, да, такое возмущающее их состояние народа, оно является оборотной стороной того, что народ демобилизован, что он не идет на войну, и не идет на антивоенные демонстрации. Путин не может построить его в полки, а поэтому они не идут в антипутинские как бы, ряды антипутинского движения. Это две стороны одного и того же. И если это изменится, то изменится одновременно как бы с обеих сторон. Так что не надо ориентироваться на сказанное или сделанное этими, ну, милыми людьми, но людьми, которых когда-то называли бывшими, да, это бывшие. Они бывшие, уважаемые бывшие, но бывшие. Они не могут больше указать никакой курс. Относительно демобилизованного народа, есть ли для Кремля опасность каких-то серьезных протестных настроений, учитывая то, что, как вы говорите, санкции снимать никто не будет, история эта долгая, и там к концу года люди начнут чувствовать безработицу и так далее, но увидим ли мы какие-то серьезные протестные настроения внутри страны? Я понимаю вопрос, это хороший вопрос, им задаются, несомненно, и в Кремле, и в Вашингтоне, но мы не знаем. Безусловно, будет расти нагрузка на лояльность.
Сейчас она очень низкая. Прошло слишком немного времени для того, чтобы люди поняли, что происходит, если они не являются квалифицированными экономистами. А оппозиционные экономисты в основном, как говорится, причмокивают, как вампиры у Булгакова, значит, ах, как все развалится, ах, как все будет ужасно. Но вы знаете, мы через это много раз проходили за 30-25 лет. Много раз казалось, что вот-вот завтра будет все. Люди живучие, люди способны выживать. И если власть не будет мешать им выживать, то у них не будет больших претензий к власти. Они даже не спросят у нее, а зачем, какого черта нам Мариуполь. Если в случае подписания как, там, мирного договора или просто приостановки там, всей этой войны и продолжающегося санкционного давления риски дворцового переворота? Это то, что вы не можете подсчитать никогда и ни при каких обстоятельствах. Во-первых, дворцовый переворот, именно как переворот, у нас был, когда в 1964 году, когда сняли Хрущева, давненько, а считать, допустим, 91 год дворцовым переворотом или нет, дело было, конечно, во дворце. Отчасти тут тоже дворцовый переворот. Да, нет, он был, безусловно, переворотом, но он сопровождался таким ошеломляющим событием, на котором все и сосредоточились, как исчезновение Союза СССР. То есть в этих условиях вопрос о том, а что с Горбачевым, просто перестал что-либо значить. Значит, может кто-то сегодня рискнуть ликвидировать Российскую Федерацию? Я думаю, что таких смелых парней у нас нет, слава богу. Поэтому, а что тогда, какой дворцовый переворот? Он требует какого-то внешнего фактора, понимаете, в котором можно утопить персональную смену. И потом, вы знаете, Путин сам может его устроить, вот, и вам мало не покажется. Можно ли говорить о какой-то нормализации отношений там, с Западом после того, как все закончится, без смены режима? Нет, нормализации в любом случае не будет. Не надо ждать нормализации. Это ошибка. Пытаться вести переговоры, ну вот давайте мы немножко отзовем немножко войск с Украины, а вы отмените немножко санкций, бесполезно, потому что это будет означать слабую позицию, и тогда Запад скажет, хорошо, давайте теперь поговорим, кого именно отзывать и откуда, и какие у вас границы. В этой ситуации переговоры невозможны. И я думаю, что даже вот если представить себе, это не исключено, что придет какая-то антипутинская группа к власти, она не будет идти так далеко, потому что она окажется изолированной в стране. Поэтому будет длинный, мучительный, занудный процесс, как в ожидании, у кого первого сдадут нервы. Это не быстро. Как вы оцениваете вероятность применения ядерного оружия, о котором тоже в последнее время много говорят? Я оцениваю ее невысоко, слава богу, как и большинство, я думаю, экспертов. Понимаете, сама эта вероятность исходит из того, если не считать пропагандистские заявления у нас, ого-го, чего только нету, и есть даже сахаровская ядерная торпеда, и мы тут сметем половину мира. Все это на самом деле, помимо остатков рационального мышления в ближнем круге, ближний круг в целом
Это не партия мира, но это партия умиротворения. А самое главное, это Пекин. Китай не склонен допустить ликвидацию жизни на Земле и не склонен даже допустить частичную ядерную войну, которой, как говорится, осадки от которой занесет бог знает куда, может быть, в Китай же. Это хорошая сторона дела, что Москва сегодня никуда не может сунуться без Пекина. А председатель Си не разрешит таких вот ядерных хулиганств на своей территории, в которую китайцы включают очень много чего. Да, но здесь же еще много зависит и от хода от войны и как дальше будет там действовать Украина и Запад, потому что, опять же, есть такая теория, да, то, что Путин и, в принципе, вся сейчас российская вот эта машина, она не имеет заднего хода, отступать он не будет, да, и будет только повышать ставки. Недавно была, кстати, на Нью-Йорк Таймс, да, статья, что якобы американцы не вводят против Кабаевой санкции, потому что не хотят там злить там лишний раз Путина. Какая-то странная теория, но тем не менее. В определенный момент, если Россия будет именно проигрывать, да, если, например, Украина будет претендовать на освобождение того же самого Донбасса, а возможно возвращение себе Крыма, ну, лично мне видится вполне вероятным применение, по крайней мере, там, тактического ядерного оружия. Украина и сейчас претендует на возвращение Крыма и Донбасса и на полный уход всех российских войск с ее территории, а также выплату репараций. Ну и что, это как бы здесь нет никакого повода и основания применять ядерное оружие. Еще раз, ядерное оружие меняет почти все. Он меняет геополитику на земном шаре, меняет атмосферные потоки, много чего меняет. И Пекин, модерированная страна, модерированная сила, ему нужно сохранять вот эту умеренно антиамериканскую позицию, не теряя возможность зарабатывать на американских, в том числе продуктах, на американских коммуникациях и так далее. Пекин совершенно не азартен. Он не будет идти за Москвой, которую он вообще считает слегка рехнувшейся, и давно считает, между прочим, еще с 91 года. Об этом Дэн Сяопин говорил. Значит, что они пойдут на разрушение всей современной торговли и всей современной ситуации? Нет, конечно. Пекин не допустит этого, и, я думаю, не допустит ультимативно, если окажется, что Москва вдруг сошла с ума. Ну, я не думаю, что Москва сошла с ума. Она просто совершила ряд политических ошибок, которые можно исправлять. Тут есть одна вещь, которую надо сказать. Соединенные Штаты являются реально сегодня участником этой войны. Они реально заинтересованы в том, чтобы эта война не останавливалась, чтобы Украина не вышла из этой войны. Почитайте просто, что пишется в американской прессе. И, может быть, даже они заинтересованы, чтобы Москва использовала неконвенциональное оружие в небольших масштабах. Это позволит им полностью, конечно, после этого изолировать Москву. После этого у Москвы не останется ни одного союзника ни на одном континенте. Поэтому вот этот фактор неясности, скажем так, два фактора неясности. Это насколько азартен сегодня Путин и насколько далеко готова зайти Америка, именно Америка, в использовании этого азарта, в разжигании этого азарта, чтобы покончить с Российской Федерацией. Но
судя по заявлениям, они останавливаться не собираются, в отличие там, от той же самой Европы, которая ведет себя более-менее Не осторожно. собираются. Не собираются, потому что, во-первых, если Штаты начнут колебаться, то все, чего они достигли в Европе, вся эта консолидация коллективного Запада, якобы которого не существует, вот, она рассыпется в первую очередь. Она уже сейчас еле держится. Поэтому, конечно, они не могут показать, что они колеблются, а главное, что они действительно не колеблются. Их позиция я могу и сформулировать, она проста. Раз уж так получилось, с нашим участием, не с нашим участием, неважно, что Кремль попал в ловушку в Украине, он не должен из нее выйти, и мы не можем позволить себе второй раз опять прийти в ту же точку. Значит, мы будем держать Кремль в мышеловке до конца, пока кое-кто не уйдет. То есть это война на уничтожение России в нынешнем виде. Да, это война. Давай не будем только на уничтожение России в нынешнем виде, на уничтожение российской государственной системы в ее нынешнем виде, да. Хорошо, спасибо большое. У меня все Пожалуйста. вопросы.